Привет, привет, мои хорошие! Приветствую вас на моем канале. Сейчас хочу предложить нам расклад с вами мысли, чувства, действия загаданного короля. Давайте посмотрим такую историю мысли, чувства, действия. Посмотрим, как вы будете ему идти. Вот, и, соответственно, будем смотреть. Так, загадайте короля, девчоночки, сейчас. Загадайте короля. Так, ну, на крестовую, конечно, сделаю, на традиционно. А вы у нас червовая дама, тоже традиционно. Даже если вы другая дама, и он другой король. Хорошо? Так, мысли, чувства, действия. Крестовый король, вот он. Вот он выпал. Женский батальон у нас тут. Карты наши, да? Так, мысли, чувства и действия. Девочки, посмотрите, что первая же карта сказала. Выпал он с девяткой бубновой и с девяткой крестовой. То есть это есть у него в мыслях сейчас, скорее всего, какая-то другая дамочка. Вот. Вот такие мысли у него сейчас. Ну, будем смотреть дальше, сейчас рассматривать. Препарировать, так сказать, да, нашего короля. Вот он такой у нас здесь. Сейчас. Ну, вот наша девятка бубновая, видите? И его вот девяточка. То есть это буквально выпали нам карты сексуальных отношений. Не любви, но контакта, да? Так что ж, поехали. Мысли, чувства, действия крестового короля относительно червовой дамы. Давайте. Итак. Так, прочитаем сначала крестовину, потом я добавлю, да, чтобы вам было легче как бы воспринять. Вот, карта новая на вид. Так, думает он сейчас. У него есть разговоры, возможно, денежного характера. Но то, что десятка, деньги, бумаги, однозначно деньги. Дорога к этим деньгам какую-то планирует, допустим, с кем-то поговорить и поехать за деньгами. Может быть, ночью для кого-то, да, может, работа связана с ночами, ночные какие-то работы там. Вот, а возможно, далеко, допустим, чтобы эту денежку получить, надо далеко куда-то смотаться. Вот. Также эта дорога может еще показывать трудную дорогу. Не так, чтобы совсем прям, как десятка там пиковая, да, но тем не менее проблемновато, скажем так. Здесь могут быть с кем-то разговоры вообще на тему этой работы, на этой, да, работы, дороги. Вот. Чаще всего люди деньги за работу уже получают, да, в основном. В 99%, я думаю. Вот, то есть разговоры именно об этом, о работе, о деньгах, о дороге с кем-то. Будем смотреть с кем. Ага, тут у нас вот денежка, чтобы вам было видно. Так, здесь у него, вы знаете, у него тут при пороге, по-другому еще можно сказать, задвинул на второй план, девочки. Червовую любовь, хлопоты с ней связаны, заботы, возможно, даже дом семейный, семью, возможно, просто сердечные дела, связанные с червовой дамой, с основной, которую мы загадали. Сейчас, судя по тому, как он выпал, скорее всего, сейчас как на втором плане, да, возможно, потерялся там, не звонит, обещает приехать, не приезжает, приезжает через пень-колоду, вечно куда-то спешит, глазки прячет, вот что-то из этого варианта. Так, тем не менее, ведет он себя так, да, мы видим, что там кто-то на горизонте нарисовался, а парень, наверное, склонен такой, ну, либо просто вскружила ему, там, закрутила его как-то. Тем не менее, сейчас возле него червовая карта идет, и чувства есть, разговоры, встречи есть, вот они, вот оно все. Но я вижу, что все это перевернуто, то есть вот встречи скомканные.
откладывающиеся потом, как-то потом, не сегодня, не завтра, а потом, да. Дальше что? Для тех, кто в парах прямо живут вместе, это значит отношения скомканы, да, когда человек уединяется, уходит там где-то, сам себе что-то там, куда-то теряется, поехал, сказал, там, вернусь во столько-то, там, приехал на 5 часов позже и так далее, да, ну, то есть, знаете, как будто назревает, как будто конфликт, назревает что-то, вот такое ощущение от расклада, да, как будто вот почва сейчас готовится к чему-то, к какому-то событию, к какому-то прорыву. Что-то прорвется, скорее всего. Так, здесь ему идет какая-то пара. Ну, красивые девушки нарисованы, а я буду, тем не менее, озвучивать то, что это значит. Скорее всего, пара старшего возраста. Возможно, с ними есть какие-то дела, еще какой-то мужчина есть. То есть он впереди тут идет какие-то, ну, может, это и семейное все, семейные какие-то встречи, какие-то семейные, возможно, отношения. А возможно, просто с людьми старшего возраста. Так, дальше смотрим. Вы только посмотрите, девочки, на этот расклад. Нет слов. Значит так, смотрите фундамент. Какой фундамент у этой ситуации? То, что он сейчас все скомкивает. Все вот эти встречи, всю любовь, все чувства, все сейчас, как знаете, как кто-то взял листок бумаги и вот так скомкал. Какой фундамент? Посмотрите, что, почему фундамент, откуда ноги растут. Его девятка и бубновая дама. То есть завелась бубновая дама в этом раскладе, у кого-то завелась у мужчины бубновая дама. И из-за этого вот так вот все перевернулось. Понимаете? Что дама есть еще в его жизни, но уже как-то все не так пошло. Не то. Не то, что было, да? Комкает, скомкано. И что из этого рождается? Смотрите. Море проблем. Десятка пиковая. Море проблем. Возможно, есть тут дорога, то есть, может быть, есть какое-то отдаление, что это наступит не прямо сегодня, а там на днях или через месяц, но это вспыхнет, это как бы взорвется, все эти проблемы вылезут и выльются. Это все уже, процесс пошел, видите, вот оно, фундамент, вот с чего все началось, так сказать, ну, почему начались перемены в отношениях. Вот то, что сейчас перемены в отношениях, вот то, к чему это приводит, да, к огромным проблемам. Это десятки не только проблемы, это бывает и раскол, и расставание. Ну, что такое десятка? Вспомните Таро 10 мечей, да? Это очень тяжелая карта. Перед тузом она идет. Нужно только до туза осталось один шаг, да? Так, ну это мы смотрим то, что сейчас. Вот это мы смотрим немножечко как чуть-чуть вперед, да? Что чуть-чуть вперед видим мы? Ну, здесь короли. Смотрите, дамы, короли — это, в общем-то, общество. Где-то он находится в обществе, причем все взрослые эти люди. В основном мужское общество, видите, в основном короли. И с ними есть какие-то разговоры такие, трёп, скажем так, вот ни о чем. Или же даже какие-то такие, знаете, когда люди могут, маленькое что-то, но не обязательно вранье, там обман, оно такое мелкое, может быть, показываете карту хвастовства, да, когда люди, мужчины вот соберутся и давай друг перед другом рассказывать, там, рыбаки, я такую рыбу поймала, я там еще в 10 раз лучше рыбу поймал, больше, да, допустим, вот какой-то такой разговор, вы поняли какой. Так, здесь у нас на будущее, что у нас лежит? У нас тут фундамент идет. Ну вот, разговоры, практически разговоры, встречи, хлопоты об бубновой даме. То есть она, конечно, это не тот случай, когда я часто, вот у нас расклад, и я говорю, вот один раз, одноразовая. Здесь я вижу, что она прямо его затягивает, прям засасывает его. Вот она на будущее тоже выпала. Вот он с ней разговаривает, хлопочет, как-то там встречается. Вот. А тут, получается, отдаляется. Вы видите? Вот вам и мысли, чувства, действия. Вот такой нам король сегодня попался, девочки. Вот такой. Так, тем не менее, под сердцем, смотрите, что? Разговор с червовой дамой. То есть даму терять он, невзирая на все, что происходит, не намерен. Ему хочется просто, как говорится, и рыбку съесть, да, и на 2 стульях усидеть. Угу. Смотрите, что у него на сердце.
Ну, бубновая выпала вот эта постель, так сказать. Я это не назову любовью, но постель, да. Планы, надежды на эту встречу в казенном доме где-то. В его интересах все происходит. Но также в его интересах есть все-таки еще хлопоты, связанные с червовой дамой. А также с ней желание поговорить. Вы видите? То есть не то, что поговорить, разговор какой-то, а вот, ну, общение. То есть прерывать он, ну, не намерен пока что. Я не вижу, чтобы он был намерен уже там отношения прекратить или прерывать. Но он просто их скомкал сейчас, потому что его голова сейчас не с червовой дамой. Он ушел в астрал, видите? Он там побежал, поехал, увлекся. Увлекся. Вот и все. Ну что ж, посмотрим дальше, что будет. Мысли, чувства, действия. Сейчас уже более-менее все понятно, но это все понятно на сейчас и на ближайшее будущее. Мы хотим чуть-чуть все-таки дальше заглянуть, да? Давайте попробуем чуть дальше заглянуть. Так, вот они. Кстати, возможно, темная договоренность. Но это когда переписка, которая стирается, прячется, да, либо действительно уже идут договоренности, где и когда встретиться, либо, конечно, просто переписка, которая прячется. Так, казенный дом. Ой, я не то забрала. Ну, бывает и такое. Да, бывает. Так, девчоночки, здесь идет проблемы денежного характера, либо с работой будут какие-то проблемы, надо будет решать. Но для некоторых, конечно, будут и неожиданные денежки. И так может проиграться. Для кого-то так проиграться, для кого-то иначе так. Я смотрю, что и на работе, и дома, тем не менее, все равно будет налаживаться впереди. То есть... По крайней мере, возможно, даже дома и кавардак сейчас, в смысле, вот если люди живут вместе с червовой дамой, и вот такой ужас, что происходит, да, то, возможно, по его ощущениям, ему сейчас нормально. Он приехал его дома, ласка и внимание, он из дома уехал, его там встретили, тоже ласка и внимание. То есть даже если дома кавардак, на самом деле, то, может быть, вот в его ощущениях, как показывают карты, ему вот все в шоколаде, да, может так проигрываться. Так, ну тут у нас эмоции, либо дамы идут. Ну вот сердечность, смотрите, именно его сердечность сейчас и перевернута. Червовая в правильном положении, его перевернута. Потому что он сейчас направлен на другую даму. Как хлопоты, возможно, как связаны с одной дамой, так и с другой. Угу. Дороги. Ну, чувство есть. Чувство есть. Я все время думаю, как вот людям это сказать, да? Чувство есть, а бежит к другой. Ну, вот такое ослепление у них бывает. Такое. Это не отменяет того, что он любит там даму. Некоторые вот так умеют. Любит одну, а еще к другой заезжает. Просто там совсем другие они реализуют совсем другую сторону себя. Понимаете? Вот встреча, разговоры с червовой дамой. Так, вот тоже разговоры, контакты с червовой дамой. Ну, смотрите, что возле него осталось сейчас, на сегодняшний момент. Сейчас хлопоты о чем? О даме, о том, чтобы с ней встретиться, постель ее. И еще идет там червовый король. Можно прочитать и как короля, друга, знакомого, там, брата, играющего роль сейчас в его жизни. Но можно прочитать, конечно, как и планы и надежды еще на червовую даму. Потому что мы действительно видим, что у него нет плана уйти от дамы червовой. Нет, конечно, он ее планирует сохранить. Вот. Но мы тоже видим, что тут уже все назревает. Это все скоро уже вхлынет, прорвет, как говорится. Так, пятерочки находятся в препятствиях. Ну, какое-то событие будет связано с разговором. То есть, возможно, какой-то разговор станет решающим. Да, вот был просто разговор, а потом там открылось что-то такое, что он выделен картами, да. Будет прямо происшествие. На семейную карту, тем не менее, выпадает червовая десятка, чувство к червовой даме. То есть все равно он ее видит как основную даму. Хотя чувство сейчас перевернуто, естественно, потому что она заполнена совсем другой дамой, да. Так, ну что-то будет удивляться по поводу, какие-то будут сюрпризы по поводу работы или каких-то деловых моментов, могут быть сюрпризы. Какие сюрпризы, посмотрим дальше, да? Так, тянет на себе целый ворох проблем, успевает и время хорошо провести, и поработать, но, конечно, они его грузят. Вот эти вот проблемы, которые сейчас он решает, да?
А тревожится о червовой даме. Хотя она и перевернута. То есть, ну, сейчас не те уже отношения, что были раньше. Но тревожится. Так, а идет ему впереди душевная боль. Будет страдать. Впереди это все будет. Будет страдать за все, что сейчас происходит. Также идет здесь карта деловых его контактов, карта его интересов, карта его реализации в деловой сфере, но также, конечно, и его реализации в сфере его интересов. Это и хобби могут быть, и те же женщины, и так далее. Ну, в общем, сосредоточен, конечно, на себе. Ну, возможно, сейчас средний возраст, вот самый расцвет такой мужской, и хочется ему еще какой-то реализации помимо основной женщины. Вот, какого-то еще другого опыта. Вот такие дела, девчонки. Так, для него. Смотрите, дама это, и с ней разговоры. Кстати, у нее тоже перевернуто выпало первый раз, по-моему, если я правильно заметила, правильно запомнила. Да, возле нее тоже идет тут либо волнение, переживание, либо, конечно, скрытая постель. Да, девятка, мы знаем, это все скрытая постель. Возможно, вот договорились, тихонько встретились, чтобы никто не знал. Так. Так, видно вроде вам, да, девочки мои? Ну, здесь у него с королями решение, ну, с королем бумажным решает проблемы. Это важно для него, да? А также, как видите, важно для него это бубновая встреча. Хоть крути, хоть как ни крути. Она вылезает, она лезет со всех щелей, как говорится. Вот в казенном доме в его интересах будет у него бубновая постель. Хлопотала о разговоре. Но это может быть и денежный разговор, конечно, с каким-то королем червовым. Вот. А впереди, смотрите, в любви, ну, правда, перевернутая, выпадает червовая дама в ровном положении. Разговор. Возможно, разговор о любви на любовные темы с дамой, но любовь перевернута сейчас. Она не наполнена как положено, потому что она занята другим человеком, другой. Но предложение, что ли, этих любви, этого контакта, этих отношений продолжать идет. Видите, дама идет впереди, но мы видим, что откуда ножки растут и что вообще происходит в паре, да. Тем не менее, смотрите, червовая любовью успокаивается, причем в прямом положении, то есть, ну, как бы чувство есть, а вот поход налево тоже есть за какими-то острыми ощущениями, за каким-то новым собой, да. Так, для него дорожка, ну, возможно, вечерняя дорожка, возможно, кстати, деловая, где они там пересекутся, может, с работы будут ехать, да. Так, смотрите, идет девяточка червовая, перевернута, бокал сейчас не наполнен. Почему не наполнен? Потому что другая наполняет этот бокал. Для сердца, тем не менее, общение с червовой важно. Были дороги дружеского либо любовного характера, будет что-то хлопотать о червовой даме, но перевернуты даже хлопоты. То есть, возможно, что-то пообещает или не сделает, но не сделает, да. А возможно, не получится, допустим, дама начнет как бы возмущаться, замечает же дама, что изменилось отношение, да, что перевернуто идет. Так, смотрите, что в конце выпало. Во-первых, пустой валет, слезы, благородный король, да, который часто может показывать, конечно, и степень важности ситуации. Скажу так, тут либо будут у него какие-то проблемы и обман от благородного короля по работе там, или просто неприятный человек. Вот обман, весь утонет в этих обманах от какого-то короля. А своей дорогой идет вот с дамой любовная дальше история, только пока перевернута девятка, мы видим, да? Потому что, потому что она сейчас перевернута. Но посмотрим сейчас, как выпадут дальше карты, потому что, может быть, эта вся пика относится и вот к этому нашему финалу. Ну, тогда тут финал плачевный, так сказать. То есть это выяснение отношений. Это не разрыв. Я тут не вижу разрыва. Тут нет восьмерки либо десятки пиковой. Это просто взрыв. Выяснение отношений, гиперважная ситуация. Вот, говорение об обмане. Все всплывает, все раскрывается. То есть, скорее всего, все-таки второй вариант проиграется. То, что я сказала только что, будет открытие тайны.
ну, которая повлечет, конечно, взрыв за собой. Я опять же скажу, что я не вижу расставания, потому что просто карта это не показывает. Вы прекрасно видите, кто разбирается, да, что говорят карты. Там нету расставания пока что. Вот. Ну, и он и не хочет этого. Но, скорее всего, ситуация будет в руках у дамы, как очень часто и бывает. Ну, хотя, конечно, часто бывает, что и нет. Когда король уходит, и уже все, и карта у червовой уже нет. Ну, в общем, мы уже видим, да, что там финал. Здесь нет. Здесь я вижу будет просто вот их встречи, 2 девятки. Видите, здесь будет выяснение отношений бурное, то есть всплывает, открывается информация. Ну, а дальнейшая ситуация, скорее всего, в другом раскладе будет нам видна. И в руках у женщины будет дальнейшее развитие ситуации. Так, это дороги. Это король. Короли, да. Так, дамы. Хлопоты, ну, в том числе, возможно, там обманы, да. Темные договоренности. Смотрите, сейчас перевернута вообще взаимность, потому что все уже понеслось, понимаете? У него перевернуто, потому что он занят другой дамой. Червовая уже чувствует, что все не так идет, как было, и тоже переворачивается эта взаимность, понимаете? Потому что больно же. Так, ну тут разговоры могут быть и денежного характера, и, конечно, параллельно идущие разговоры с червовой дамой и с бубновой, да? Так, ну что тут остается возле короля? Казенный дом важен для него, ну, понятно, еще перевернуто, там будет решать проблемы. Я вижу, что в казенном доме, скорее всего, работа, да, там как-то так, лучше, хуже, хуже, лучше. Я вижу, что то скрутится, то так уляжется, то сяк уляжется. Смотрите, много проблем, много волнений, переживания. О, девятки нужно убрать. Но хочу сказать, раз я не убрала, значит, надо было мне это озвучить, что переживания за червовую любовь. Тем более, когда их убираю, они говорят то же самое, видите, да? Что переживания за червовую любовь. Так, хлопоты тоже, опять же, идут перевернутые, связанные с червовой дамой. То есть, либо дама не дает для нее ничего сделать, либо он вот должен сделать, но не делает, да, весь там в астрале, в своих проблемах. Также здесь есть у нас, ну, возможно, конечно, надежда на даму и разговоры с ней, контакты, даже встречи, 8 это встреча. Но, возможно, конечно, встреча с бубновым королем, денежная встреча о денежных делах. Потому что и так нам очень карты много уже рассказали про эту историю, про то, что происходит в ней, каждого роль человека в этой истории мы увидели. Так, ну вот у него казенный дом и море неприятностей. Кстати, казенный дом может быть интернет. Например, если вдруг вот через переписку, через интернет всплывет эта вся информация. Потому что мы видели, что там будет взрыв. Просто взрыв. Вот. И, конечно, это тогда влечет море проблем для него, да? Итак. Посмотрите, девочки. Да тут такой набор, что не передать словами. Девочки, он будет он так хлебнет, он будет так раскаиваться за то, что сейчас он делает. Вы только посмотрите, что упало на него. 8 пиковая, раскол, то есть скандал, раскол. Во время разговора. С каким ударом? Смотрите, еще удар перевернутый. То есть это вообще грядет страшная разборка. В казенном доме, но это касается денег вот сейчас, да, нам многослойная же показывается информация. Сейчас это про деньги в дорогах, но это тоже может показаться бумагой. Бумага, потому что я уже говорила, да, раньше не было интернета и телефонов и прочего. Поэтому бумага это была информация, да, получил человек письмо, получил информацию. То есть, возможно, даже вот в 2 дорогах, ночной, вечерней, будет какая-то информация из казенного дома. Возможно, потом идет скандал, вот с ним разговор, удар мощнейший. Смотрите, неприятности, пустые хлопоты, обман, злость. В общем, вся черная пика, серьезно. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пик. Это же словами не передать. И все, смотрите, из-за чего? Из-за бубновой постели. Еще и перевернутой. Почему перевернута постель? То есть она такое не настоящее, без чувств. Просто вот встречи ради удовольствия и все. Но, тем не менее,
Посмотрите, чем дело заканчивается. Серьезный будет взрыв, и сожалеть он будет очень об этом. Очень сожалеть будет. Тут столько пики, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Смотрите, что в конце. Ну, поскольку у нас расклад не на всю же жизнь, да, мы смотрим именно вот эту ситуацию вот с этим королем мысли, чувства, действия. А в конце он даже надеется все равно поговорить с Червовой, возможно, и с той поговорить, возможно, как-то вот разрулить эту ситуацию, как бы закончить, да, вот его планы и надежды, либо планы и надежды поговорить с Червовой, там, о Бубновой, вот как-то либо смягчить, закрыть, закончить эту ситуацию, потому что я видела, что он Червовую не собирается оставлять, у него в планах нету такого, он хочет остаться. Ну, вот встречу хочет, видите? Вот прямо дорога, да, она перевернута, то есть она будет проблемная, но встречу и разговор очень хочет с Червовой дамой. Пусть он перевернутый, то есть, возможно, дама там будет ему говорить все на свете эпитеты, какие только можно сказать, да, кто он и что он. Но он этот разговор хочет, и он его устроит, конечно. Это не просто то, что он хочет, карты показывают, это то, что будет. То есть будут все равно после этой дикой пики выходят какие-то вот эти отношения уже на более, что ли, теплый, более, что ли, человеческий уровень. Скорее всего, я вижу, после вот этого всех потерь он приходит все-таки в себя, его голова понимает, да, потому что не хочет Червовую терять. И он будет возвращаться, он будет приходить, и у него есть надежды и мечты все-таки с Червовой вот соединиться, восьмерочка соединения. Пусть даже сначала это будет и перевернуто все, да, не так, как было когда-то, но тем не менее терять не хочет. Вот такой у нас расклад сегодня, девочки. Тяжелый. Мысли, чувства, действия. Вообще. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Спасибо за лайки и комментарии, девчоночки. Все равно желаю, конечно, вам всем любви, до головокружения. Именно с теми людьми, с тем человеком, которого вы выбрали, которого вы хотите. Пока-пока, мои хорошие. Пока.